Здравствуйте, меня зовут Елена, и вы на канале Ярмарка рецептов. Сегодня приготовим популярный тайваньский торт Кастелло. Очень вкусный, нежный, я бы даже сказала особенный торт, который поразил меня своей необычной консистенцией и способом приготовления. Ну что ж, давайте начнем. Для начала отделяем белки от желтков. Яйца должны быть обязательно комнатной температуры. Убираем их в сторонку. Масло и молоко соединяем в отдельной емкости. Ставим на средний огонь и перемешиваем до тех пор, пока масло полностью не растает. Снимаем с огня и даем сливочно-молочной массе остыть до 50 градусов. Выливаем ее в предварительно просеянную муку. И хорошо перемешиваем все венчиком. Смесь должна быть густой и тягучей. Туда же частями добавляем желтки. Ванильный сахар. Хорошо перемешиваем. И убираем в сторонку. Теперь займемся белками. Сначала взбиваем их до образования прозрачной пены. Затем добавляем частями сахар и продолжаем взбивать до тех пор, пока масса не побелеет. Здесь важно не перевзбить. Масса должна быть не слишком густой, а слегка опадать с венчика. Далее смешиваем получившиеся смеси вместе. И аккуратно перемешиваем лопаткой. Так как у меня не было подходящей формы, я решила ее сделать сама. Для этого мне понадобилась фольга, кондитерское кольцо и пергаментная бумага. Бока я также устелила пергаментной бумагой. Это мы делаем для того, чтобы бисквит не пригорал и имел возможность расти вверх. Чтобы бисквит не намочился при выпекании, я поставила его на дно разъемной формы для выпечки. Тем самым он стоит на возвышенности, и мы смело можем наливать в противень воду. Температура воды должна быть 80 градусов. Ставим его в духовку, заранее разогретую, до 150 градусов. Выпекался он 70 минут. Получился он очень красивым, высоким и упругим. Как только я достала его из формы, он начал быстро оседать, и через полчаса осел почти в 2 раза. Несмотря на то, что бисквит осел, его вкус меня поразил. Я бы не назвала его полноценным тортом, но и обычным бисквитом его назвать нельзя. Он очень мягкий, пористый и в меру сочный. Просмотрев очень много рецептов, меня насторожил тот факт, что все его разрезают еще горячим. Мне же захотелось разрезать его на коржи и промазать кремом. Для этого он должен был полностью остыть. Полностью остывший бисквит в своих видео никто не показывает. Но несмотря ни на что, у меня получился очень вкусный и необычный торт. Ссылочку на него я оставлю в описании. Напишите и вы свои комментарии, если вы готовили этот бисквит. Поделитесь своим результатом. Буду очень рада. А также подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Будем проверять рецепты вместе. Всего доброго. Пока-пока.